Ребят, всем привет, с вами Даня Хэтрик, и сегодня мы будем разбирать демку с квалификацией. Мы играли с командой против команды на карте Dust 2. Ножевой раунд, мы его проигрываем и начнем за сторону атаки. У нас атака, то что мы идем на лонг. Я иду с P250, пикаю DL, мне под флеш. Я никого на углу не видел, но уже оппонент успел пройти в яму, и я об этом не знаю. Он меня не убил. И, соответственно, я начинаю микрить, я стараюсь жить. И вот наши тиммейты стреляются с мидом. Был поджим мида, и, соответственно, мы в меньшинстве, и мне нужно что-то делать. Я решаю стреляться с ямой, но кортеж вот этот живет, и он мне не дает ничего сделать. Он мне не дает не выйти, но я решаю рискнуть и пройти под коробку. Я понимаю, что мне его нужно убить, так как он очень неприятен для нашей команды, так как бомба стоит на А. И вот сейчас я его буду стараться убить и убью. Я вижу, что уже тип прошел плент, и там есть киты у КТшника. Я убиваю одного, остаюсь один в один, и, к сожалению, КТшник минирует бомбу, и у меня был плохой угол для того, чтобы его убить. Но у них 0 выжило, но мы, к сожалению, проиграли раунд. Счет 1-0. Дальше у меня калаш. Я иду по респу, пикать DL. Попытаюсь сейчас выцепить кого-то. Меня отморозили. Я пикаю угол, убиваю старт, и у нас есть энтри для своей команды. Дальше я возвращаюсь на топ-мид. Мы понимаем то, что оппоненты занимали мид, и Моноси решает выпикать мид для того, чтобы напрячь КТшников. Он забирает на рампе игрока, и мы уже 5 в 3. В этой ситуации нам нужно сделать что-то вместе или точнее подождать поджимов со стороны защиты. Мы решаем зайти в Зиг, так как Зиг очень сложно сдержать одному КТшнику, и, соответственно, у нас это получается. Гусникова нету, и мы полностью занимаем плент, ставим бомбу под Зиг и даем такой дым в плент для того, чтобы был хороший угол обзора, для того, чтобы смотреть рампу. Мы ее называем единицей. Есть информация, что последний остается в КТ, и мы его убиваем. Счет 1-1. У КТшников очень мало денег. Мы играем свой дефолт, идем в нижнюю тэшку с Ильей. Бежим на ноге. Нашего капитана забирают. Мы разменим 1 в 1 в зиге. Я даю молик мид от упора. Убиваю зиг типа. И стреляю с мидом. Меня здесь нашили. Неплохо. И мы остаемся в 3 в 3. Сейчас нам нужно вместе что-то сделать. Я даю дым авангар, отхожу. Залажу на X. И дальше контроль зиг. Здесь меня убивают, так как я был красным. Оставляю оппоненту 1 хп. И здесь, к сожалению, наш тиммейт остается 3 в 1. Смотрим, что он сделает. Он убивает одного. Идет по длине, убивает второго. Остается 1 в 1. И, к сожалению, ловит неприятный для себя тайминг. Еще становится 2-1 в пользу КТшников. Дальше у нас качели по экономике. У них 0 выжило в первом раунде, у нас 3 выжило во втором и 1 выжил в третьем КТшников, но при этом они его выиграли. Я решил взять скаут, контролю мид, даю инфу, что нижней тэшки нету. Соответственно, мы дальше играем свой дефолт. Я иду пикать грибы. И собираю инфу по миду. Мы заняли зиг. И мы можем сделать хороший зиг-раскид. У нас есть много гранат для этого. Мы делаем раскид. Я даю флеш открывающий. И мы вместе выходим в зиг. Нам прилетает неприятная хае. Вот. Что мы делаем дальше? Мы видим оппонента на рампе. Я его забираю. И мы убиваем типа на длине. Дальше у нас дается дымплент хороший. Я замечаю оппонента на платформе, они 5 в 3, и, соответственно, им нужно рисковать и искать файты. Мы 4 в 3, я смотрю подъем, я понимаю, что бомба под зиг, поэтому я принимаю решение сместиться под Гэндальф, для того, чтобы я мог выжить, так как мы в большинстве. Я понимаю, что тип на рампе, и вот мы остаемся 2 в 1, и я буду пикать по контакту Моноси, скорее всего. Так, ждем. Меня пушат, попал тип в КТ, и он решает сейвить. Мы тоже сейвим и, соответственно, укрепляем свою экономику. Счет 7-2.
принципе, у нас все хорошо. Мы идем занимать длину. Я даю быстрый дым. Даю флеш. И меня убивает full blind, к сожалению. Смотрим дальше. Мы разменялись 4 в 4. Фир контролит поджим мида, так как у КТшников была инфа, то, что мы занимаем лонг и не могли поджать мид. У нас размен на длине. 4-2, и в принципе здесь можно или постоять, или зайти просто быстро вместе. Мы кидаем дым для того, чтобы пожать, точнее подождать, пока КТшники будут воровать. Они в принципе так и делали, и у нас есть теперь вся инфа, что 2 было в КТ, скорее всего, потому что один накидал флеш, а второй пикал под нее. Счет 4-2, у нас идет контроль планта, он замечает авик, падает в яму, и соответственно фир контролит спину. Мы 4 в 1, и сейчас здесь можно просто зайти вместе. Так, в принципе, и происходит. Смотрим дальше. Счет 8-2. Понимаем, что у них плохой бай. Фир контролит плечиком нижний тэшку для того, чтобы у нас была вся инфа. Я иду в нижнюю тэшку, делаю свой дефолт. Никого нижней тэшки не замечаю. У нас забирает наш авик, и мы 5 в 3. Я решаю выйти контакт мид, зачекать. Никого не замечаю и рискую пикать КТ. Сейчас вообще у нас есть достаточно гранат для того, чтобы выйти и сделать сплит-Б, так как там 2 игрока, мы можем зайти втроем на двоих, но мы в принципе так и делаем. Вот мы замечаем типа со скаутом, я просто выпрыгиваю для того, чтобы отвести прицел и убиваю его. Счет 8-2, мы 3 в 3. И опять же, им придется ретейкать Б. Б ретейкать сложно, но у нас в этот раз меньше гранат, поэтому шансы у них в принципе есть. Мы продлеваем дым ворота. Я под этим углом смотрю ворота и слышу топот в окне. Я контролю ворота. Пока лежит дым, я оббиваю окно, и мы 3 в 1, тоже с легкостью берем раунд. Мы делаем свой дефолт. Моноси убил авик мид, который часто пикает. Я делаю дефолт. Мы сейчас занимаем зиг. Мы даем дым на Б сплит. Даем флеш мид. Авик напрягся, он решил чекнуть мид. Он зачекал, что там никого нет. Мы сейчас будем сплитить А. Я играю зиги. Мои тиммейты играют с коробки. Это на самом деле получится хороший сплит. Если я сейчас кину флешки, мои тиммейты могут убить рампу в спину. И, соответственно, тем самым мы засплитим А. Так как их большинство, они могут сыграть первыми, для того, чтобы мы поменялись ролями, и я вышел после их контакта. Я даю молик плент, для того, чтобы тип вышел. Он открывается под меня, я его размениваю, и мы убиваем гусь, так как там был красный оппонент. И КТшники решают сейвить, так как мы засплитили А, у них 2 авика на руках, и им легче засейвить, чем идти пробовать ретейкать А-плент против калашей. Счет 10-3. Казалось бы, все окей. Смотрим дальше. КТшники делают агрессию на зиге. Мы идем в нишку, и они делают буст. И вот сейчас они могут нас подловить. Мы вместе решаем пикать. И у них, к сожалению, получается этот мув. Мы подходим под X. И ситуация уже 5 в 3, нам нужно что-то делать. Я дал молик мид. Моноси нашел авик в зиге. Дальше нас под флеш убивают в зиге. И, к сожалению, раунд заканчивается не в нашу пользу. Здесь, на самом деле, мы не ждали агрессии, к сожалению, но так как у КТшников ничего не получалось, им нужно было что-то придумать, и у них эта агрессия сработала. Так, мы контролим зиг вместе. Мы слышим то, что атака вышла на длину. Я беру первый контакт на себя в зиге. Если что, мой тиммейт в зиге, который по стеночке стоит, он его убьет. Я стрейфами все чекаю, даю дым. И у нас есть информация по длине, то, что там уже по стенке проходит. И так как они дали плохой дым, там есть большая щель, мы можем просто контролить. Счет уже 10-8, мы 5 в 3. Мы видим то, что атака проходит, убиваем одного. Счет становится 10-9 плавно, и мы выживаем втроем в 19-м раунде. Так, мы видим, что в атаке хороший бай. У нас хороший бай, но у нас нет авика. У авика на дайсе это очень важно.
Мы занимаем длину, никого не видим. Как вы могли понять, мы занимаем вчетвером в этом раунде, мы решили угадать. Вот, мы заняли длину, 8-й номер стягивается в КТ. И дальше, что происходит? Я контролю зиг на контакт для того, чтобы дать как минимум один фраг, так мы 5-4. И хоть минимальный размен будет полезен для моей команды. Но вообще в этом моменте мне нужно выживать. Я даю дым X, потому что понимаю, что на карте, не X, а зиг, так понимаю, что на карте тихо. И скорее всего сейчас будет какой-то расхит или зиг, или бэсплит. Вот я откидываю дым, откидываю флеш, пытаюсь топить атаку своими гранатами. Понимаю, что не проходит. Пикаю, убиваю типов двоих. И мы уже 4 в 1. И, соответственно, забираем 12 для себя раунд. Они сделали форы до последней копейки, но если они берут этот раунд, то у нас тоже будет мало денег. И, к сожалению, мы отдаем энтри на длине. Мы понимаем, что нам нужно уйти, потому что там уже много атаки. Мы бустимся в планте, идем отпикивать зиг. Пикаем зиг вместе, никого не видим, защищаем вчетвером мид. И понимаем, что, скорее всего, проход будет длина. Я даю молик плент. Они его тушат. Дал хаед глубокую. Для того, чтобы нанести максимальный урон. Я дал минус 47% хп гранаты. И мы решаем засейвить, так как у нас мало денег и мало гранат для ретейка. Смотрим дальше. Еще 12-9, у нас есть снайперская винтовка. Я дал флеш длину, какую я показывал для своей команды. Они занимают. Я даю глубокую хе в коробку. Снажу тоже немало хелспоинтов. И понимаю, что мне здесь уже ловить нечего, я дал фраг. Пытаюсь взять проход своему тиммейту сейчас. Но ему нужно просто здесь жить, так как у меня нет гранат, у меня нет дыма, чтобы остаться на машине, чтобы смотреть ему проход. И приходит 9-й номер и помогает на А. Вот мы убиваем еще одного, мы 3 в 3. Я увидел, что тип пропрыгнул в яму. У нас есть инфа как минимум по двум. У нас есть инфа, что ласт 2 игрока остались на длине. И я взял проход. Я смотрю зиг, меня разменивают. И, соответственно, мы берем раунд. Сейчас становится 13-9. У атаки не сильно много денег. Но у нас тоже мало денег, так как один выжил, и они нам наносили урон по экономике. Счет 13-9. У атаки бай. На последний деньги не решаю забайиться, так как у нас один выжил. Это, в принципе, правильное решение. Я смотрю длину. У нас там умерло 2 типа. Мы разменялись не в хорошее положение для себя. Я понимаю, что меня сейчас будут сплить, мне нужно просто жить. Я убиваю типа в зиге, понимаю, что, скорее всего, остальные на длине. Мы принимаем этот выход, и в принципе все хорошо. Ситуация 1-2. Смотрим, как наши тиммейты будут ее разыгрывать. Мы понимаем, что бомба в планте. Нужно сыграть вместе, дается молик плент. И главное сейчас просто выйти одному и второму его разменять. Дальше, что будет в финальном раунде? У нас 2 авика. У них тоже там 3 авика. У них деньги позволяют, поэтому они могут это себе позволить. Что происходит? Я смотрю мид. Моноси у нас на А. У него был лучший респа, поэтому в этом раунде я на Б. Я контролю тэшку, дал дым, возвращаюсь в мид. Так как у нас убили типа на длине, мы решили пикнуть мид вместе. И вот сейчас пойдем помогать на А. Я возвращаюсь на Б, так как атака фейканула. Я контролю Б, тэшку. Сейчас на меня будет выход. У нас видим, что вот здесь вот 2 на 1 в КТ. Моноси убивает вот этот авик на пункте. И здесь уже очень сложный раунд, так как 5 в 3. У нас непонятно, что происходит по карте. Я убиваю одного. Понимаю, что скорее всего это будет Б, но атака уходит, так как сложно выходить на авик. Я остаюсь 1-4 и здесь почти без шансов. Сейчас становится 15-15. Минута 30. Мы видим то, что у нас есть контроль длины. Фир стягивается в КТ. И мы играем, в принципе, свой дефолт. Вот, что сейчас может сделать атака? Они могут выйти бэсплит, они могут сделать раскид зиг. И тот вариант будет, в принципе, хороший и правильный. Смотрим, что происходит на карте. Мы видим 4 оппонентов в зиге, соответственно, это будет выход на зиг. Фир стягивается ко мне в КТ.
так как мы уже догадываемся, что на карте тихо, и, скорее всего, Фир услышал топот, и мы понимаем, что это будет, скорее всего, Зиг раскид. Мы смотрим. Я вижу, дымы летят. Видим, тип дропнулся в КТ. Я его убиваю. Взял на проход, на Гендальф. Мы 5 в 3. Фира разменивает. Счет 15-15. Я контролю с плента. Нам нужно сейчас просто вместе ретейкнуть. Мы 4-2. Атаке нужно рисковать, им нужно пикаться. И вот мы 2 в 1, и, в принципе, выиграем раунд. Сейчас у нас 16-15. Я иду в Зиг. И смотрю fast Zig take. Дальше Моноси у нас отпикивает тэшку. Вот этот мув, который я вам показывал, хороший. Я отпикиваю Зиг, никого не вижу. Понимаю, что там заруба на длине. Нас двоих убили на длине мы разменялись 3 в 3. У нас контроль тэшки был, но, к сожалению, Моноси законтролили, так как тип был в неудобной позиции для КТшника. И вот я решаю пушить, никого не замечаю. Мы 2 в 3, нам нужно рисковать. Мы понимаем, что бомба не прошла, бомба на треспе, и мы контролим тэшку и контролим ТРС. У нас под флеш выкуривают, не кидают много флешек, дают молик и забирают бомбу, спокойно проходят на Б. Сейчас становится 16-16. Заняли длину. Я иду на Кеннис для того, чтобы контролить Зиг. Мы контролим Зиг, мы видим, что атака под длиной, они, скорее, сейчас будут делать ретейк длины. Да, они делают ретейк длины. Так как прилетел дым, они возвращаются. Мы это слышим. Я отхожу на более сейвовый угол, я откинул молик, отошел. И сейчас выход будет Зиг. Вот я стою на контакт. Меня под флеш выкуривают. Я отхожу на рекламу. Мне выкурили Кеннис. Я смотрю на проход. Это снова Зиг раскид, и они сейчас будут проходить на атаку, 3 секунды осталось, у них мало гранат. Они докидывают флеш свою на рампу от авика. Мы убиваем одного, мы остаемся 4 в 1, в принципе, все окей. Дальше что мы решаем сделать? Мы идем под Б. Мы решаем сделать Б-контакт. Мы нашли фраг в миду, и мы понимаем, что сейчас 2, в принципе, можно выйти Зиг. Мы пикаем Зиг контактом, защищаем Зиг. При этом у нас лежит дым mid to B, и мы просто делаем выход Зиг под флешки. Докидываем флеш на рампу. Сейчас, скорее всего, дадим дым плент. Да, но он отскочил. Прилетел на рампу, но он, в принципе, тоже неприятно получился. Вот, дым в пленте лежит. И вот Сунукс застал КТшника врасплох, который они ждали люркера. И здесь им будет сложно что-либо сделать. Так, ситуация 4-2. С авиком и с эмкой, без гранат очень сложно ретейкнуть такую ситуацию. Они решают засейвить. В принципе, тоже правильное решение для них. Дальше у меня длина. Респ. Я решаю пойти в Зиг вместе с Фиром. И отпикиваем потихоньку. Я сейчас убью типа в упоре. И, скорее всего, стану на флешке моему тиммейту. Здесь мой тиммейт помог Фиру, так как была инфа по длине, и я решил забрать длину с авиком. Что делает атака? Они стягиваются на мид к своему типу, так как он помощнил КТ. И, скорее всего, они сейчас вместе пойдут в Зиг, пытаться что-то сделать. Это их единственный вариант — убить двоих Зиг и пройти на плент. Они решили ворвать дым, и здесь без шансов мы их убиваем. И вот, в принципе, мы выиграли. Это была потная игра на самом деле. Сначала было все просто. Мы выиграли 22-19, но попотели, так сказать. Ребят, всем спасибо за просмотр. Сегодня мы разобрали демку, научили что-то новому для себя. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вас любим. Пишите комментарии. Всем пока.